Итак, печень. Посмотрите приблизительно, как она выглядит, чтобы вы могли себе представить. Обратите внимание, вот это печень. У нее есть правая доля, левая доля. К ней подходят сосуды магистральные, по которым приходит кровь и отходит кровь. Красными обозначены артерии, по которым приходит кислород, синим вена, желтым лимфатические протоки. Да? Чтобы вы немножко представляли себе, что такое печень. Печень – это самый крупный орган тела. Ткань печени состоит из плотной массы многогранных печеночных долек. В каждой дольке находится центральная вена, которая впадает в печеночную вену и уносит прочь преобразованную кровь. Вокруг вены находятся печеночные клетки, расположенные в виде радиальных пластинок. Печень получает кровь из двух источников. 80% крови, несущие переработанные питательные вещества, поступает из тонкой кишки, через воротную вену и веновую. Оставшиеся 20% – это насыщенная кислородом кровь от сердца, которая поступает через печеночную артерию и артериолы. Обмен веществами осуществляется между клетками печени и крови, которая затем поступает в центральные вены и возвращается в большой круг кровообращения через печеночную вену. Синусоиды – это пространство между радиальными пластинками печеночных клеток, заполненное ответвлениями от печеночной артерии и воротной вены, несущей кровь от центральной вены. Желчные канальцы несут желчь от печени к ответвлениям желчного протока, который передает желчь от долек в желчный пузырь. Когда взрослый человек находится в состоянии активности, около 1,2 литров крови протекает к его печени каждую минуту. Итак, представьте себе скорость кровотока. Каждую минуту в печень поступает литровая бутылка крови. На сумасшедшей скорости она фильтруется и проходит дальше. И вдруг человеку поступает кровь, в которой находится еще стакан алкоголя. То есть, если 5 литров вы выпили стакан вина, то этот стакан распределится по всем 5 литрам крови. Естественно, да? Что происходит? Печень начинает работать медленно. Она начинает ловить эти спирты. Она начинает включать добавочные фильтрации, разные свои способы. И в результате в ней что делается? Резко замедляется. Что? Кровоток. Представьте себе ситуацию. В печень зашел литр крови, а вышло пол-литра. Кровь идет вниз, снизу. Зашел литр, вышло пол-литра. Где скопится остальная вся кровь? Внизу. Понятно, да? Если скорость кровотока в печени не соответствует, то вся остаточная кровь будет оставаться ниже печени. И значит, начнутся заболевания, варикозное расширение вен нижних конечностей, капилляры, набухнут геморроидальные вены. Поэтому первое осложнение у алкоголиков – это геморрой. И у всех, кто страдает гепатитом. Когда погибают больные от цирроза печени, цирроз печени – это когда все вот эти фильтры печеночные замещаются соединительной тканью. Они практически разрушились от алкоголя, расплавились. И соединительная ткань, чтобы там не было дырок, все это заместила. Но дырочки все заросли. Это как будто фильтр с нарушенным картриджем. И через печень ничего не протекает. Поэтому возникает некое перераспределение. Но тем не менее возникают огромные проблемы с любыми венозными системами нижних конечностей и всего остального. Лопаются геморроидальные узлы, начинается кровотечение. То же самое наблюдается при неправильном пищеварении, при отравлениях и частично при беременности, потому что двойная нагрузка на печень идет от себя и от плода. Да? Поэтому все, у кого капилляры на ногах, расширенные вены, геморроидальные узлы, кровотечение из прямой кишки, в сосудах искать ничего не надо, там ничего нету. Нарушен кровоток через печень, скорость кровотока. Причем усилить ее никак невозможно. Можно только прочистить фильтры, потому что их даже заменить невозможно. Это прочистить клетки печени, восстановить их, регенерировать, построить их заново, подождать, пока старые умрут, чтобы на смену им пришли новые, более здоровые клетки. Других никаких путей нету. Посмотрим, что такое вирусы и как они себя ведут.
Печень – это крупный красновато-коричневый железистый орган, расположенный в верхней правой части брюшной полости. Печень секретирует желчь и выполняет несколько важных функций. Вирус гепатита С – это передающийся через кровь патоген, который в первую очередь поражает печень. В ядре вируса гепатита С находится его генетический материал РНК, или рибонуклеиновая кислота, окруженная жировой оболочкой. Когда вирус попадает в тело, он переносится стоком крови и присоединяется к клеткам печени. После этого вирус высвобождает свою РНК в здоровую клетку. РНК вируса реплицируется в клетке сотни тысяч раз, создавая генетический материал для воспроизводства новых вирусов. Новые вирусы, в свою очередь, инфицируют другие клетки печени. Этот процесс в итоге нарушает нормальную работу клеток печени и повреждает их. Симптомы гепатита – это желтуха, слегка повышенная температура, боль в мышцах и суставах, тошнота, рвота, потеря аппетита, боли в животе. Эта инфекция может длиться годами, приводя к рубцеванию тканей печени, которое называется циррозом. На поздних стадиях может даже развиться рак печени. При алкоголе, при табакокурении, при наркомании, при любых вирусных заболеваниях страдает клетка печени. Клетка печени выполняет около 500 функций. Что такое 500 функций? Это и производство пигмента. Это и очистка от ядов, это очистка от никотина, от алкоголя, это производство белков, это синтез гормонов, это синтез ферментов и множество других функций. И все вот эти функции начинают потихонечку страдать. То есть появляются на коже пятна, появляются какие-то сосудистые звездочки, начинается неправильная выработка желчи, зуд, тошнота и разные другие симптомы. Непереносимость жирной пищи, потому что нарушается выработка желчи. То есть печеночных знаков или симптомов, которые нам говорят о том, что поражена печень, очень много. От простой тошноты до слабости, головокружения, головных болей, интоксикации, температуры. То есть печень может проявлять себя всеми маркерами. То есть может быть что угодно. Может вообще себя не проявлять. Но главный печеночный агент – это слабость. Потому что печень – это основной энергетический орган. Если человек заболел гепатитом, А, Б, С, неважно, у него всегда будет слабость. Значит, какие у нас существуют методы восстановления печени? Например, у нас что-то в печени. Что может быть в печени? Первое. Там могут быть паразиты. Лямблиописторхи. Второе. Это простейшие. Там могут быть глисты. То есть острицы, таксокары. Это уже крупные паразиты, да? Третье. Там могут быть вирусы. А, Б, С. Есть еще вирус не А, не Б. Есть вирус Е. Есть цитомегаловирус, который тоже может жить в печени. Четвертое. Там могут быть грибы. Пятое. Там могут быть бактерии, например, стафилококк, который приводит к воспалению стенок, допустим, желчного пузыря самой печени. Там могут быть химические, токсические поражения клеток печени алкоголем, никотином и наркотиками. И все это будет называться химфиз, биологическая интоксикация. Это то, что мы с вами говорили, агрессия вирусов, бактерий, грибов, паразитов, плюс химическое, радиационное, то есть физическое отравление. Да? Во всех этих случаях происходит одно и то же. Страдает клетка печени. Значит, наша задача первое. Если вы вообще говорите слово печень, диагностика печени. Если все остальные органы в диагностике очень сложны, там кишечник, ну я не знаю, предстательная железа, достаточно сложно все диагностировать, то в печени все просто. С печенью нам понятно. Первое, что надо сделать, УЗИ печени и желчных протоков. Посмотреть форму, размеры, увеличено, не увеличено, бугристое, не бугристое, состояние желчных протоков, состояние желчного пузыря, наличие желчных камней или сгустков, врожденные изменения центрального желчного протока, может быть искривление, может быть пузырь деформирован. То есть УЗИ нам половину диагнозов определит. Второе, что надо сделать.
проверку на вирусы А, Б, С методом ИФА кровь. Одновременно с этим надо сделать диагностику простейших. Это лямблии, тоже ИФА кровь, аписторхи, таксокары. И если есть какие-то тени в печени, то эхинококк. Это все по крови делается. Пожалуйста, у меня к вам большая просьба. Если вы ставите себе диагноз при помощи темнопольника, аберона, медискрина или любых других альтернативных методов диагностики, то в принципе диагноз недействителен. И ни в одну больницу вас с этим не возьмут. Если вы хотите, чтобы вы имели возможность обратиться к врачам, и врач мог помочь вам каким-то образом восстановить печень, у вас должны быть стандартные методы обследования, которые являются УЗИ и ИФА. Можно еще сделать сканирование печени, радиоизотопное. Все, никаких больше исследований. Можно сделать МРТ печени и томограмму. Никак больше вы печень не можете обследовать. Можно еще сделать биохимию печени. То есть посмотреть, много ли в печени билирубина, норма 21, вы по константам знаете. И прямого билирубина быть не должно. Должен быть не прямого, 19-21 максимум. Прямого билирубина быть не должно. Либо минимальная какая-то концентрация, там 1-2 единицы. И есть еще более глубокие печеночные пробы. Они называются АЛТ и АСТ. Это уже говорит о том, разрушаются ли печеночные клетки. АЛТ, АСТ. Норма до 24, 21-24. Все, по печени больше вы ничего не сможете сделать. То есть человек решил понять, как у него работает печень. Первое, он идет, делает УЗИ печени желчных протоков. Ему говорят, увеличено, не увеличено, желчный пузырь нормальный, ненормальный, камни есть, камней нет. Он говорит, хорошо. Идет, сдает биохимию на вирусы и простейшие глисты. Ему говорят, здесь все в порядке, у вас здесь более-менее ничего нет. И третье, что он сделает, биохимический анализ на билирубин и АЛТ, АСТ. Если все нормально, вот из того, что мы сделали, значит, все нормально вообще. Если что-то ненормально, например, сказали вирус, противовирусная программа, сказали глист, противоглистная, сказали лямблия, противолямблиозная. А если желчный удален, как-то на печень влияет? Нет, желчный пузырь, скажем так, с удаленным желчным пузырем можно дожить до 100 лет, это никак не повлияет. Единственное, нет резервуара. И проток печени напрямую подшит к общему желчному протоку. Просто ритм еды будет немножечко другой. Например, если вы съели огромную свинью, то тех капель желчи, которые требуются на ее переварение, вам не хватит. А в желчном пузыре в этот момент было бы 100 мл желчи или 50 мл. Да, вопрос только нет хранилища. Поэтому сразу будет напрямую подтекать. А вот если на коже пятнышки? Если на коже пятнышки, это уже глубокое поражение клеток печени. Глубокое. Оно может быть не очень сильное, но достаточно глубокое. Пигменты, их называют красные сосудистые звездочки. Если в печени живет цитомегаловирус, да, темные пятна. Вот если в печени живет цитомегаловирус, то появляются темные пятна. Витилиго – это цитомегаловирус в печени. Все нарушения пигментов у беременных, не у беременных, у алкоголиков, у нормальных людей. Все пигменты на коже – это поражение зон клеток печени. Итак, договорились. Значит, с печенью шаманить бесперспективно. Никакой экстрасенс вам ничего не скажет. Никакой аберончик, темнопольчик ничего не увидит там. Есть УЗИ, есть биохимия, есть иммуноферментные анализы. Все просто, это недорого. На худой конец есть МРТ, магнитно-резонансная томография, чтобы посмотреть вплоть до величины сосудов. Врач видит все абсолютно по печени. Если поджелудочная, кишечник, это все сложно, очень сложно, да? То печень абсолютно нормально обследуемый орган. Если даже у человека 3% печени, а 97% умерло, ее можно регенерировать. Есть методы. Только надо определить, что там. Если лямблии, убрать их. Если аписторхи, убрать. Если гепатит все время разрушает клетки печени. Гепатит мы убрать не можем, сам вот вирус, да? Потому что, ну скажем так, вирус отца мы вообще не нашли, мы только знаем его модель и маркеры. А сам вирус не выделен. Поэтому мы боремся с ветряными мельницами. Он был когда-то и ушел, и оставил программу.
программой бороться нельзя, она мертвая. Но мы можем постоянно восстанавливать клетки печени. Для этого нужно что? Нормальный образ жизни. Нормальная еда, нормальное движение, нормальная очистка и нормальная защита. Ничего другого не требуется. Что значит нормальная еда? Это значит, что печень терпеть не может консерванты, красители, генно-модифицированные, стабилизированные и ненатуральные продукты. Еще она не очень любит жир, потому что желчный пузырь, в общем, он не безграничен, да? Поэтому любой больной, у которого нарушена функция печени, должен соблюдать очень хорошую диету. Ее называют печеночная диета или обезжиренная, без особых остростей. Если будете кушать пряности, ну специи, то в небольшом количестве, чуть-чуть перца, чуть-чуть там имбиря, чуть-чуть любого другого специального, так, любую специю, но не очень много. То есть нельзя съесть, допустим, полстакана хрена, да? Потому что печень, конечно, отреагирует. Но и без хрена тоже нельзя. Его тоже понемножечку. Это будет особый хрен какой-нибудь на сливках, что-нибудь такое, со сметанкой или еще что-то, да? Горечи обязательно надо кушать. То есть, первое для печени диета. Первое. Второе для печени. Противопаразитарные программы. Если кого-то нашли, только еще раз повторяю, подтвердить в больнице. Потому что если вам поставили на темнопольнике, что у вас лямбли, вы до конца жизни будете гоняться за этими лямблями, так и не поймете, были они или нет. Нужно как минимум 2 метода перекресток, чтобы вы точно знали, да, лямбли. Потому что есть методы, которые подозревают лямбли, а есть методы, которые точно доказывают, что они есть. Итак, с питанием понятно. Любой диск по печени, книжка по печени у нас есть, смотрите питание печени. Второе, очистка печени. Что такое очистка печени? Очистка печени, это значит первое, очистка желчного пузыря от желчи. И второе, промывка клеток печени. То есть как проводится очистка печени? Вегетарианская диета, нежирная, в течение 5-7 дней. Без животных жиров, нежирная. Дальше. Тюбажи. Тюбажи это значит, выпиваете стакан воды с микрогидрином, или концентрированным коралловым кальцием, или сорбитом, или минеральной водой без газов, теплой, можно сказать даже горячеватой, вечером с 22 до 23 часов. И кладете грелочку легкую. Но это можно делать только в том случае, если у вас нет лямблей, аписторхов, потому что и камней. А? Микрогидрин, коралловая вода, сорбит, минеральная вода без газа, горячая. Тюбажи это значит освобождение желчного пузыря. После тюбажа может развиться понос, бурление, потому что 50 грамм желчи может вылиться в кишечник. Это ничего страшного. Даже если заболит бок, это ничего страшного. Главное, чтобы там камней не было. Но камни вы сразу исключите, когда будете делать УЗИ. Да? А если лямбли или что-то еще после тюбажей, бывает реакция? Бывает реакция, но надо точно знать, есть лямбли или нет. Тут ошибаться нельзя. Например, если есть лямбли, нельзя голодать. То должна быть Если ты уже голодал, то значит это тест. Нет, если уже голодал и ничего, это значит, либо недолго голодал, либо лямбли нету. Потому что на голодную, значит, если вы будете голодать при аписторхозе, аписторхи печени разорвут. Они ее просто съедят. Если коловада нормально проходит, это как тест. Это как тест, да. Если коловада нормально проходит, это как тест, что в печени более-менее все благополучно. Потому что аписторхи питаются прямо клетками печени. Они их просто элементарно съедают. Поэтому бороться с аписторхозом надо, пока его не уборите совсем. Печеночный сосальщик, это что? Печеночный сосальщик? Да. Значит, печеночных сосальщиков много. Значит, это может иметься в виду широкий лентец, это может иметься в виду стронгилоидоз. Ну, разные, они все как бы... Это народное такое какое-то у вас название? Ну, как правило, это эхинокок. Нет, эхинокок нет, товарищи. Эхинокок это эхинокок, он так называется, эхинокок. Кстати, от эхинокока никак невозможно избавиться, никак, только операция. Потому что эхинокок прямо живет в клетках печени, и он не пролезет ни через один проток, печень надо разрезать, эхинокока надо достать. То есть он не совсем сосальщик. Хронический холецистит – это хроническое воспаление желчного пузыря
его протоков и его стенок. Это к самой печени отношения не имеет. Хроническое воспаление печени называется гепатит. Вирусный, бактериальный, просто там какой-нибудь непонятная этиология, аутоиммунный, может быть, когда мы не знаем, что мы говорим аутоиммунный. А грелку на 2 часа или можно? Нет, на 15 минут. Грелку на 15 минут. Итак. Кисты – это последствия воспалительных очагов. Киста – это осунковавшееся воспаление. Можно все, единственное, не очень сильно, потому что все, мешок с гной вместе, ну, ради бога, с ним можно до 100 лет жить. Но опять вопрос. За этой кистой надо наблюдать. Либо она растет, либо она не растет. Если растет, кстати, это может быть эхинококозная киста. Надо сделать анализ крови на эхинокок. Вот если вы пойдете тем путем, который мы записали, если это эхинокок, он сразу скажет эхинокок, и уже будет понятно, какого образа киста. Если, например, не эхинокок, значит она гнойно-воспалительная. Эхинокок? Нет, киста. Да, рассосаться может. Так же, как гнойник в любом органе может рассосаться. Да? Эхинокок никогда не рассосется, это только оперативное удаление. А если у человека гепатит и очень тесное с ним бытовое общение, общее опасно? Гепатит какой? А, Б, С? Если гепатит А, он инфекционный. Если человек не помыл руки, то вы от него заразитесь. Гепатит Б передается только через кровь и половым путем. Гепатит С передается только через кровь и, соответственно, половым путем. Поэтому через семенную жидкость передается. Гепатит А передается только через грязные руки и через непосредственно контакт с испражнениями. Инфекционный гепатит, его называют болезнь Боткина. То есть и через некипяченую воду. В воде очень много гепатита А. Через некипяченую воду, да. Когда лечат зубы, не передается он? Передается через кровь. Да. Передается через боры, передается через внутривенные капельницы, передается через систему искусственной почки, передается через влагалищные зеркала, если есть повреждение слизистой матки, при любом контакте, через шприцы наркоманов, через косметологию, через маникюр. Везде, где есть повреждение крови, может передаваться гепатит В и С. То есть гепатит С можно заработать у маникюрши. А? Да, обрежет разочек, и если эти кусачки не продезинфицированы, он передается. И очень хорошо передается у стоматологов. Замечательно. Просто. Через алмазные боры. Потому что они их не очень хорошо стерилизуют, алмазы обсыпаются, ну, естественно, да? Поэтому опытные стоматологи ходят к другим стоматологам со своими алмазными борами. Ну, потому что они это знают. Да? Мы, конечно, ходим просто так, и когда у нас образуется вдруг гепатит неизвестно, получается, нам его внести либо переливанием крови, либо косметолог там, либо... В общем, везде, где есть контакт с кровью, то есть это возможно передача гепатита Б и С. И С, что самое ужасное. Значит, что мы делаем при обнаружении гепатита? Значит, с гепатитом можно жить довольно долго. Если аллосторги быстро сидят в печени, то с гепатитом можно жить довольно долго. Они все время разрушают печеночные клетки, а мы их все время будем снова собирать. То есть должно быть достаточно сырья для того, чтобы клетки регенерировали. Итак, с диетой договорились. По поводу алкоголя. При любых заболеваниях печени алкоголь категорически исключен. У людей, которые перенесли гепатит А в легкой даже форме, в средней форме, в тяжелой, в течение 5-10 лет запрещено употребление полностью алкоголя. Если человек после гепатита А, болезни Боткина, в течение 5 лет употреблял алкоголь, то развивается хронический гепатит персистирующий и с исходом в цирроз может быть. Поэтому если кто-то из ваших друзей перенесет гепатит, с ним водку пить нельзя. Ему водку пить нельзя. Иначе вы должны будете предупредить. А с БИЦ? Ну, с БИЦ вообще. Если БИЦ начинает пить водку, это все смерть не будет просто. Тоже просто смерть. Значит, итак, с диетой разобрались. С напитками. Если у человека задействована печень, никаких напитков, кроме чая, маленькая чашечка кофе, компот, кефир и молоко пить нельзя. То есть нельзя пить искусственные соки, нежелательно. Там лимонные кислоты.
Не надо пить ароматизированные чаи, потому что печень это орган очень аллергический. Если возникнет там на какой-нибудь чай старый граф аллергия, то потом в этот аллергический момент будет присоединяться вообще на все, что попало. Поэтому все должно быть без запаха, без каких-то особых изысков, простая еда. Потому что печень очень четко поддерживает аллергию. С напитками. Идем дальше. Противопаразитарные программы. Если это лямблии, то программы проводятся достаточно долго. И, к сожалению, вы можете не справиться с этой проблемой. Поэтому, если это ребенок, то нужна консультация хорошего инфекциониста для назначения. Плюс к вашей схеме еще стандартная схема противолямблиозных препаратов, наших антибиотиков. Если это взрослый человек с лямблиозом, то можно пробовать нашими длительно, в течение полугода, меньше не получится. То есть это кора, это серебро, это лист черного ореха, это чеснок, это все, что входит в наши обычные программы. Если это аписторхи, наших программ не хватит. Требуются более сильные горечи, хотя бы кора осины. Кора осины покупается на базаре, заваривается из нее неимоверная горечь в пол-литровой банке, и столовыми ложками 5-6 раз в день эта горечь выпивается. Раньше боролись с аписторхозом, потому что аписторхоз был всегда, вечно, условно говоря. Антибиотики появились последние 30 лет. Поэтому раньше горечами справлялись с любой печеночной инфекцией. Во время еды, потому что кора осины это очень горькое вещество, которое, причем аписторхоз восстанавливается таким образом. Человек пьет кору осины, например, 3 месяца, а потом снова делает анализ. Уменьшился титр, не уменьшился. Снова пьет 3 месяца, снова делает анализ. И так можно с ним бороться несколько лет. Аписторхоз себя проявляет поражениями кожи, фурункулезами всякими, гепатитами, псориазами, то есть по-разному. То есть такое впечатление, что вот эта съеденная печень, во-первых, выбрасывает очень много разрушенных клеток в кровяное русло, а это, соответственно, все выделительные системы нагружаются. А во-вторых, достаточно сильно портится вообще сама структура кожи. То есть вплоть до серьезных дерматитов, экзем, мокнущих, вот, ну всяких таких. То есть это часто бывает не кишечник, а именно печенка, именно печень. С паразитаркой более-менее понятно. Дело тяжелое, самое тяжелое. Очень просто убрать глистов из кишечника, очень просто. А вот из печени выманить, учитывая, что кроме желчного протока нет ни одного места соединения с кишечником. Ни одного. Только через желчный пузырь. Лямблий в желчный пузырь не загонишь. И аписторхов тоже. Поэтому приходится их просто, ну, в общем-то, убивать практически вот этими горечами. Но это на самом деле нелегкая задача. Вот это самая трудная тема в медицине. Лямблий и аписторхи. Самая трудная тема. Для народных целителей раньше это было ничего. Они давали всякие золототысячники, тысячелистники, там, зверобоев. Причем долго. Человек пил. Очень хорошо индусы борются с этими вещами, потому что у них какие-то горькие, вонючие такие корни, ну, которые нормальный человек просто даже выпить не может. Но тем не менее, вот они печень, потому что в Индии пьют некипяченую воду, и у них практически у большинства там вот этот лямблиоз, и они как бы научились с ним бороться. До сюда понятно? Дальше идем. Очистка печени. А? Не слышу. Для другого человека? В общем-то, да. А через что? Через кал, через руки, через что-то. Но больше, скажем так, этот путь не очень сильный. Самый сильный путь – воду через лямблю. Если будете пить лямбли через воду, аписторхи через воду, аписторхи через рыбу. Значит, если будете кушать рыбу, воблу вяленую вот эту вот, и пить некипяченую воду, то, как правило, лямблиоз и аписторхоз будет. Очистка печени. Очистка печени подразумевает. Сейчас мы говорим печень. И когда мы имеем в виду печень, то это может быть желчный пузырь, и это называется тюбаж. И это могут быть сами клетки печени. Это будет печеночное, желчегонное воздействие.
То есть для этого существуют желчегонные продукты. На первом месте стоит чеснок. Дальше идет артишок. Дальше идет лецитин, то есть помогает. И дальше идут травы, всякие кукурузные рыльца и так далее. Когда мы это пьем в любых количествах, допустим, 2, 4, 2 и какая-нибудь трава, возникает желчегонный эффект, стимулируется работа желчного пузыря, стимулируется сокращение, и из печени это все выходит в кишечник. Здесь как бы ничего такого сложного нету. Это мы чистим желчные протоки и сами печеночные зоны. А по времени сколько на первый этап? Дней 10, не меньше. Нет, но если это лямбли, это может быть 10 раз по 10 дней. То есть до того момента, пока вы лямбли не уберете. Как только уберете лямбли, перестанет тошнить и рвать. Особенно ребенка, например. Поэтому я еще раз говорю, вопрос с лямблиозом сложный. Ищите инфекционистов, детских, взрослых, обращайтесь, консультируйтесь. Ну и единственное, что если будут назначать очень большие дозы антибиотиков, то поаккуратнее, да. Нет. А появляющиеся на солнце родинки, пятна, это вот повреждение пигментное, глубокое, а что с ним можно сделать? Восстанавливать клетки печени. Итак, сначала идет очистка печени. Очистка. Плюс обязательно вода. 1,5-2 литра. И плюс тюбаж, чтобы облегчить. Второй этап лечения печени – очистка. То есть первый – диагностика. Без диагностики очистку делать нежелательно. Потому что если вы сделаете чеснок на лямблии, будете очень плохо себя чувствовать. Второй шаг – очистка. Это может быть 2 очистки. Каждый месяц по 5 дней, по 7. Это может быть 3 очистки, это может быть полгода очисток. Каждый месяц по 10 дней. Вопрос, чем питаетесь, вопрос, кем работаете, вопрос, сколько пьете или пили. Да? То есть очистка печени всегда нужна. Схема очистки приблизительно 155. Поэтому это самая простая схема. Потому что печень чистят все. Все фирмы, все компании, все народные целители, у каждого своя очистка. Но она включает всегда желчегонные, желчесокращающие и фитонциды. То есть либо чеснок, либо какие-то вещества, которые способствуют сокращению желчного пузыря. Третий этап. Всегда запомните восстановление. Восстановление печени. Всегда. Если вы почистились, при гепатитах чиститься надо потихоньку. При лямблиях потихоньку надо. При лаписторках потихоньку надо подчищаться. Например, артишок, трава, вода и лецитин. Пожалуйста. 7 дней прошло, 3 недели отдыхаете. Снова 7 дней прошло, 3 недели отдыхаете. Потому что они повреждают очень много печеночных клеток. И нам надо, чтобы это все выходило каким-то образом постепенно. А? Ничего страшного, так же самое. Желчный проток есть. Центральный, который из печени отводит желчь. Желчь-то есть, нет резервуара. Если вы печень почистите, то варикоз пройдет. Значит, здесь в печени мембраны. Вот фильтр устроен так. Вот так вот идет мембрана. Вот так идет кровь. И она просачивается через эту мембрану и чище, чище, чище уходит. То есть, если вы сами мембрану прочистили, то фильтр работает лучше. Там обычная система мембранной фильтрации. Там ничего такого особенного нет. Но она очень сложная. Понятно? Дальше. Восстановление печени. То есть 3 такта. Диагностика, очистка, восстановление. Диагностика, очистка, восстановление. Ничего другого вы не придумаете. Сразу какие? Кукурузные рыльца. Зверобой, тысячелистник. Шиповник. Я вас фитотерапии не могу обучить, потому что там надо полгода сидеть и учить наизусть. Там ничего, там так вот систематизации никакой нет. Надо просто брать фитотерапевтический справочник, открывать желчегонные травы и наизусть выучивать все, что там есть. Когда собирать, с кем работает, с кем не работает эта трава, как ее заваривать.
Восстановление печени. Что подразумевает восстановление печени? Есть печеночная клетка, внутри которой находится 28 аминокислот. Если на одну меньше, проблема. То есть все 28 нужны. Там идет синтез белка в печени для всего организма. Второе. Есть 12 витаминов. Из них минимум 10 группы В, которые все нужны, включая лецитин и фолиевую кислоту. Речь даже не стоит о том, что не хватает какого-то витамина. Поэтому либо вы берете поливитаминную смесь, например, спирулину, в которой все 12 витаминов, все, есть в натуральном виде. Либо вы выбираете любые витамины группы В отдельно, лецитин отдельно, фолиевую кислоту отдельно. Печени нужны минералы, обязательно. Особую важность для печени имеет витамин В6 и В12. Вот это вот прямо восклицательный знак. В6 и В12. В спирулине 17 аминокислот. Например, взяли такую смесь. Спирулина, витамин группы В и минеральный какой-нибудь комплекс. Например, цинк необходим, селен и кремний. Но в любом случае печени нужны все 15 минералов. Например, морская капуста, кел, включает 65 минералов. Вы должны понять ценность натурального вещества и моноформы. Это разные вещи. Можете себе представить, что такое 65 минералов в келе? Вот 65 минералов. Это замечательно, да? Вы можете 65 минералов взять, 65 баночек. С одним минералом. Отдельно цинк, отдельно селен, отдельно кремний. Так вот, все зеленое, то, что было живым, это фитоэнергия, это зеленое золото, это спирулина, это фитоси, то, что было травой когда-то. Оно все это уже имеет, почти все. Поэтому можно идти отдельно по зеленям, 2-3 зелени, и будет очень хорошее восстановление печени. Можно идти отдельно аминокислоты, например, противите, витамины группы В, например, цинк с селеном, то есть любые минералы комбинируйте. Печень – главная лаборатория белка всего организма. Там делаются ферменты, там могут синтезироваться часть гормонов. Поэтому, во-первых, она должна быть чистая, во-вторых, она должна быть не нагружена ни алкоголем, ничем, и в-третьих, она должна сама иметь питание. Вот это самое главное. Ничего в печени больше случиться не может. Если, не дай бог, произошло отравление алкоголем, ну просто взяли, выпили вместо нормального спирта метиловый спирт, да? То первое, что надо делать, сразу чистить печень щелочью и сорбентом. Все системы очистки идут щелочь натуральная и сорбент. И вода. Вот самые важные. Запомните, что щелочной желчи, желчь 8,8. Это самая горькая жидкость в организме, самая горькая. Она 100% антибактериальная. И когда она попадает в кишечник, она убивает там всех паразитов, глистов и все на свете. Если щелочной желчи упала до 7, то в осадок выпадают камни. Организм посылает туда кальций, карбонат из костей,
И он, захватывая на себя кислоты, образует камни. Поэтому камни – это защитная реакция печени. Организму проще осадить камни, чем деть куда-то эти кислоты, которые там образовались. Нет, это защитная реакция. Если в печени будет находиться очень много кислот, то печень разрушится, потому что кислоты – это смерть клеткам. Если организм посадит их в камни, то камни будут просто лежать в печени и все в желчном пузыре. Это защитная реакция печени, образование камней. Для нас это плохо, потому что камни попадают в желчный проток, а для печени это хорошо. Когда кислые кровь. Кислая желчь, она садится в камни. Поэтому кислой желчи не должно быть, желчь должна быть горькая, щелочная. Надо ее сбрасывать периодически. Для чего нужна желчь? Жиры могут раствориться только при помощи желчи. Желчь эмульгирует жиры. То есть она их делит на маленькие кусочки, на маленькие шарики и эмульгирует их. То есть переводит в состояние, при котором начинается расщепление. Если желчи нет, жиры не растворяются. Потому что не проходит первичная стадия эмульгирования жира. То есть перевод его в эмульсию. Как вы думаете, каким образом заставить желчь регулярно выходить из желчного пузыря, не копиться и не копить камни? Версии слушаю. Желчегонным препаратами, дробное питание, еще физкультура. Единственное, что может заставить желчь выйти из желчного пузыря, это физкультура. И спорт. Нет, не спорт, именно физкультура. То есть, смысл понятен, да? Когда кишечник двигается, когда человек дышит, когда он сверху дышит, он сверху ее сжимает. Когда он снизу втягивает живот и приседает, он снизу ее массирует. Когда он поворачивается, он болтает этим желчным пузырем. Когда он наклоняется, когда он ложится, приседает, что бы он ни делал, он массирует себе печень. Если он это ничего не делает, то печень будет... В желчном пузыре нету никаких, ну скажем так, мышц сильных, которые бы сокращали и выводили. Желчь выделяется в основном в процессе движения. И это очень-очень важно знать. Самомассаж, безусловно. Самомассаж, общий массаж, висцеральная терапия. Но это все помощь уже. На самом деле нормальная должна быть гимнастика. Наклоны, втягивание живота, дыхательная гимнастика, разгибание и так далее. Значит, чем мужчина отличается от женщины? Значит, женщина дышит грудью. Поэтому у нее не работает кишечник, и почти половина женщин запоры. У мужчин другая проблема. Они дышат животом. И поэтому у них чаще массируется печень и кишечник. И они страдают запорами. Но у них не дышат легкие. И поэтому у них там возникают бронхиты. Поэтому если вдруг мужчина начинает развивать легкие, делать дыхательную гимнастику, а женщина начинает дышать животом, что она никогда не делала, то у женщины не будет запоров и будет хорошо работать печень. Поэтому у женщины в несколько раз чаще наблюдаются камни в желчном пузыре. То есть в несколько раз чаще. У мужчин камни в желчном пузыре бывают достаточно редко, а у женщин постоянно. Но у мужчин почти всегда хронические бронхиты, а у женщин редко бывает хронические бронхиты. Скажем так, какой орган находится без движения, запомните волшебное слово – микроциркуляция воды, желчи, слизи, крови, лимфы и всех жидкостей организма возможны только в движении. Поэтому на первом месте для восстановления печени стоит движение, зарядка, комплекс лечебных упражнений при нарушенной функции печени. На втором месте стоит питание. Чисто не там, где чистят, чисто там, где не сорят.
На третьем месте стоит очистка печени, достаточно такая, целенаправленная. И на четвертом месте стоит защита печени от алкоголя, от жирного, от модифицированного, от консервантов, стабилизаторов, рыхлителей, красителей и добавок. А желчь кислой становится от питания? От питания, Я не пройду. от стрессов, от молочной кислоты, потому что кровь проходит через печень со скоростью литр в минуту. И мышцы, например, у спортсмена, вырабатывают огромное количество молочной кислоты, которая, собственно, и уходит в кровь. И каждую минуту она попадает в печень. И именно печень перерабатывает всю кислую, молочную, вот эту вот молочно-кислую, отравленную продукцию. И именно печень страдает в первую очередь. Именно печень, потому что в почки идет меньше кислой крови, в печень идет больше. А привкус желчи по утрам, я скажу. Привкус желчи по утрам наблюдается в том случае, если забиты желчные протоки, не выходит желчь в кишечник и начинает всасываться через стеночки. Если человек чувствует привкус горечи во рту, то это у него значит огромная концентрация желчи в лимфе, потому что он чувствует ее из слюны. Это значит дело плохо. Это значит концентрация желчи повышена в лимфе, в спинномозговой жидкости, в голове, будут мигрени, будут головные боли и так далее. Горечь во рту это очень плохо. Это идет глубокое поражение печеночных клеток с нарушением работы желчного пузыря. А кислота во рту? Кислота во рту – это общее закисление организма. Значит, симптомы поражения печени запишите. Как вы можете определить, что печень поражена? Первое. Тошнота. Всегда связана только с печенью. Ни с каким другим органом тошнота связана быть не может. Только с печенью. Слабость, головокружение, укачивание, мигрени, горечь во рту, сухость во рту, непереносимость жирной пищи, светлый кал, жирный кал, тяжесть в правом подреберье. Подреберье – это вот, под ребром, тут, под грудью. Любые боли, спазмы, колики, желтизна любых частей тела, начиная от склеры, заканчивая желтушностью кожи. Злость, агрессия, раздражительность. Говорят, желчные люди. Язвительность. Быстрое опьянение. Непереносимость алкоголя. Любые рвоты. Плохой запах во рту. С одной стороны, это показатель лимфы, но это, как правило, нарушение работы печени. Вот если такое присутствует, это все указывает на печень. Дальше пигменты любые на коже. Плохой загар. Если человек не загорает, а сгорает, краснеет, пузырится, это не работа пигментов печени. Плохая работа печени. Сосудистые красные звездочки. То есть много симптомов, видите? Прям целый батальон. И при всех этих проблемах нужно что? Первое. Что? Диагностика. Второе. Очистка, промывание. Третье. Восстановление клеток печени. Ничего больше не придумаете. Чудес никаких не бывает. Без диагностики нельзя. Как предупреждаю. А бироды или пенопоник? 4 раза уже сказала. Белые пятна на ногтях. Это белок.
печень почистилась и восстановилась, пройдут и пигментные пятна, пройдет и витилиго, тихо, пройдут и все, ну как это называется, сосудистые звездочки, пройдет и геморрой, пройдет и варикозное расширение, пройдут капилляры на ногах. Если вам удастся восстановить печень, пройдет все, что с ней связано. Потому что ткани перерождаются, они не бывают вечно. У мигрени там часть компонента шейного отдела остеохондроза есть, позвоночника. Но на самом деле может и мигрень пройти. Потому что... Да нет, вообще не хирургическим. Геморрой хирургическим путем не спасает. Печень от этого не будет лучше работать. Просто уберут сосуд, следующий сосуд уйдет. Геморроем чистить печень. Запор это обезвоживание. Пить натощак воду. Пол-литра с утра и литр в течение дня. Вот вы видите, мы упростились вот просто до раз, два, три. Спросите, кто там. Значит, мало. Значит, мало. Значит, не натощак пьет. Значит, не тогда пьет. Если он будет пить 1,5 литра после еды, то запоры не пройдут. Только натощак. Кто там? Есть ли гепатит С у человека, да? Значит, через 2-3 года гепатит С научатся лечить. Уже во многих лабораториях мира уже близки к этому. Подождать надо 2-3 года. Значит, гепатит С не разрушит печень окончательно. Он разрушит печень только при сопутствующих плохих условиях. При алкоголе, при неправильном консервированном питании. Если человек решительно свое сознание изменил и начал вести здоровый образ жизни, питание, движение, очистка, защита, то вирус ему, как таковой, не страшен. А к тому моменту, когда его научатся лечить, появится какая-то либо иммунная сыворотка, либо что-то, его просто уберут. Если человек ничего не хочет слушать и продолжает кушать, пить, курить, там, и все это самое, да, то плюс к гепатиту присоединяется, плюс к вирусу присоединяется уже обычный гепатит, персистирующий. И уже идет разрушение печени. У нас есть люди, которые вылечили у себя цирроз. Гепатит это уже, цирроз это исход уже гепатита в рак, почти что, в онкологическое заболевание. Потому что образ жизни это все. Да, да. Чуть-чуть очистки, чуть-чуть глобальная защита и восстановление, но, значит, пожалуйста, учите вот что. Когда идет речь о восстановлении, речь идет о натуральном восстановлении, не о химическом. Потому что можно, в принципе, проколоть B6, B1, витамин химический, но не доказано, что он работает. Он, конечно, что-то изменит в состоянии организма, но речь идет о питании, о восстановлении печени питанием. Потому что ни одно химическое вещество не встанет на место натурального. Оно сначала должно соединиться с аминокислотой, а потом уже оно встает в печеночный элемент. То есть аминокислоты. Вообще, смысл жизни для организма – это аминокислоты. Аминокислоты – это то, что мы получаем, то есть это белковая продукция, но расщепленная. Ольга Алексеевна, а что лучше, противите или спирулин? Противите это 7-8, но там 2 разветвленные незаменимых аминокислот. А в спирулине все незаменимые и плюс 10 заменимых. Спирулина лучше. Спирулина лучше намного, но она другая. Если противите сделанной из шелухи бурого риса, там определенными, то есть это все равно продукт синтезирует, то спирулина это, ну, это просто возраст. Ольга Алексеевна, а при желчнокаменной болезни какие препараты, чтобы поддержать? Значит, при желчекаменной болезни. Значит, растворить камни непросто. Для этого надо изменить химизм желчи. Что такое химизм желчи? Это его щелочность. Первое. Надо употреблять достаточное количество воды. Второе. Не надо употреблять ничего, кроме воды и каких-то компотов и сухофруктов. Третье. Надо исключить все неорганические кислоты. Кушать только органические. Ну, то есть, если сок, то только натуральный апельсиновый с водой пополам, или лимонный, или еще какой-нибудь. Да? То есть убрать все
лимонные кислоты неорганические, потому что они закисляют. Дальше. Добавить ферменты. А еще лучше, чтобы пища была уже с ферментами, до 60 градусов. Те, кто питается сыроедением, ну хотя бы частично, хотя бы на 40%, у того камней в желчном пузыре не бывает. Сейчас у нас мы дошли до того, что у нас у собак и у кошек камни в желчном и мочевом пузыре. Этого никогда раньше не было, потому что, в принципе, сырая продукция не дает камней. Это сырая органическая продукция. Поэтому частичный вариант перехода к сыроедению, хотя бы частично. Дальше. Должно быть добавлено количество ферментов. У нас это ассимилятор, у нас это дигестейбл, папайя. То есть для того, чтобы облегчить переваривание. Должны быть регулярные тюбажи. Хотя бы раз в 10 дней, один раз. Можно, Да, чтобы убирать. Ну, тюбажи, да. Но тюбажи должны быть произведены другим образом. Это просто выпивается стакан, например, минеральной воды без газов. И не то чтобы грелка, это можно выпить какой-то спазмолитик, например, сбор номер 5. Там находится валерьяна, она очень расслабляет желчные протоки. То есть стакан сбора номер 5 на ночь, вечером. Стакан, таблетка на стакан. Можно 2 таблетки на стакан. Валерьяна вызывает расслабление гладкой мускулатуры печени. И если туда поступила минеральная вода без газов, то просто будет медленное вытекание желчи. То есть грелку класть не надо, то есть чтобы не усиливать желчный пузырь. Прям можно стакан минеральной воды. Стакан горячей минеральной воды без газов 2 таблетки сбора. и 1-2 таблетки чая, чая из валерьянки. Ну, в смысле сбора номер 5. Чтобы снять спазм гладкой мускулатуры. Желчный пузырь должен расслабиться и выдать желчь. Во время работы желчного пузыря с 23 до часу ночи. Потом я решила проверить вообще, я всегда сдаю кровь, так что я работала себя, я решила проверить. Когда я в шок пришла. И что? По поводу чего шок? Ну и что? И куда вы его делят камень? Я пошла в коралловый бок. Рассосался, да? Да, мне назначили программу, я ее пила. Лецитин, ассимилятор, да? Да, за 3 месяца он с 3,5 сантиметров в ширину и нет, 3 в ширину, он уменьшил широту и был еще устойчив в такой хвост. Она сказала, давайте еще месяц попьем, потом голова. И вот когда я месяц попила, он насчитала 1,7, 1,3. А потом его совсем не стало. И когда его не стало, я утром стою, мне чистые розовые листы, ни белого, ни зеленого. Ну понятно. То есть камень рассосался 3,5 сантиметра. Это бывает. Но, к сожалению, это не дуплицируемо. То есть если вы кому-то пообещаете, что 100% камень рассосется, а он будет при этом кушать все кислое, то камень не рассосется. Если человеку удастся создать высокощелочную среду в желчном пузыре и поднять щелочность желчи, то в ней кислота растворится, которая находится в камне. Но это только особая система питания, ферменты, вода, щелочная вода, лецитин, витамины группы В. То есть камни рассасываются, да, и удаляют камни последние 100 лет. А до этого десятки, сотни веков люди рассасывали камни. Медвежья желчь рассасывает любые камни. Работает нормально, просто нет резервуара. А что более опасно? Когда песок, либо замазка? Нет, ни то не опасно. И песок не опасен, и замазка не опасна, потому что вы выпили 2 литра щелочной воды, замазки уже не будет. А опасны камни диаметром 0,7-0,8 сантиметров. Это самые опасные камни. Не опасны камни более сантиметра в диаметре, они никогда не попадут в желчный проток. И не опасны камни
менее 0,5 сантиметров, они тоже как бы проходят мимо желчного пузыря, выходят в желчный проток. Самая большая опасность это камни меньше сантиметра, 0,7 сантиметров и сантиметров 2 миллиметра. Вот. Когда они еще способны попасть в желчный проток, значит, если камень попал в желчный проток, появится боль, острые. Печень не иннервирована, в ней нет ни одного нервного болевого окончания. Если даже в печени цирроз, полностью все сгнило, печень болеть не будет. Там нету болевых окончаний, болевых. Тут не говорите, что Оля Сенин сказала, что там нету нервов. Там нервов очень много. Просто для вас нервы это нервы, для меня нервы это болевая чувствительность, и чувствительная это отдельно. Да? Поэтому в печени нету болевых нервов, но желчный пузырь тоже не иннервирован болевыми нервами, но очень сильно иннервирован желчный проток. То есть там на каждом миллиметре сплошная болевая чувствительность. Для чего? Для того, чтобы если у человека регулярно болит желчный пузырь, это слева или по центру, чтобы он ничего жирного не ел, потому что как только он съест жирного, у него начинает болеть. Так вот, боли в печени, говорят боли в печени, острые, говорят о том, что там есть острые кристаллы, острый песок и мелкие острые камни. Об этом говорят боли в печени. Поэтому чудес не бывает. Если в печени боли, на коловаду вы не берете. Потому что если во время коловаду у вас заклинит камень в желчном пузыре, ничего хорошего не будет. Вы решили человеку назначить коловаду. Он говорит, у меня не в порядке печень. Что делаем? Первое. Диагностика. Второе. Очистка легкая, без коловады. Третье. Восстановление. И если все это прошло нормально, потом он уже может пить коловаду. А без желчного коловаду можно? Без желчного коловаду как раз можно. Что? Пищу? Купить кастрюлю, на которой на крышке 60 градусов, и поставить 2 рассекателя. Ой, рецептор $2000. Они вообще артисты великие. То есть за эту шишечку $2000 платить, это ну, даже $1000 то много. Продается крышка с датчиком и 2 рассекателя. То есть, чтобы повыше от огня поменьше было, и чтобы вы видели. В общем, скажем так, ничего не должно булькать. Должна быть одна булька. Вот газ надо так урегулировать, чтобы в супе была одна булька. Сбоку где-нибудь буль. Я подхожу, если когда я суп варю, ко мне все ходят кушать. Говорят, как ты так варишь вкусно? Я говорю, у меня всегда одна булька в кастрюле. Если у меня 3 бульки, значит суп уже испорчен. Он уже перекипел, все уже разрушилось. Одна булька это когда в среднем в кастрюле температура 65-70 градусов. Раньше так было после Что? Не куриную печень, а желчь. Желчь. Пьют и куриную, медвежью, и барсучью, вообще что хотите. Да, камни растворяются при помощи желчи. Желчь растворяет желчь. Безусловно, но это очень дорого. То есть желчный пузырь медведя стоит там, $10 000. Но он рассасывает все камни. Что? Австралийский антиген? Значит, у молекулы вируса гепатита существует маркер. И когда он попадает в наш организм, он перепрограммирует клетки нашей печени. Вирус умирает через несколько дней. Но клетки печени остаются перепрограммированными. И они всю оставшуюся жизнь будут выделять белок, в котором ген вируса гепатита А будет присутствовать. Вот там зелененькую вы видели, да, полосочку. Этот ген нашли у австралийских макак. И назвали его австралийский антиген. Человек, переболевший гепатитом А, всю оставшуюся жизнь будет заразен. И если его кровь попадет к другому человеку, другой человек заболеет вирусным гепатитом. Но уже не А, а гепатитом Б. Потому что там произойдет мутация определенная. Поэтому кровь от человека, переболевшего гепатитом А болезнью Боткина, непригодна ни для кого. От этого человека надо очень сильно охраняться. Раньше в стоматологии боткинские шприцы клали налево, эти направо. Ну, слышали, вам всегда спрашивают, болезнью Боткина болели? Вы говорите, да. И вас как бы в отдельную резервацию. Но 20 человек из 100 наврут. И поэтому без разницы, что тут, все одинаково. Потому что один скажет, что он болел, а другой скажет, а зачем это я пойду там, где боткинские лежат? А сейчас никто и не спрашивает, потому что уже надоело спрашивать, поэтому эпидемии гепатита, они практически
лекции. Сейчас самый лучший способ заразиться – это стоматолог, и гинеколог и массажер, и маникюрша. А если при рождении А это гемолиз крови. Это когда ребенок унаследовал не кровь матери, а кровь отца. И при родах происходит смешение крови небольшое при отслойке плаценты. И если такое происходит, то у ребенка развивается гемолиз. И эритроциты умирают. Они постепенно все умрут и заменятся на эритроциты отца. В общем, например, у матери вторая группа крови, а ребенок унаследовал третью группу крови отца. То есть вторая там, с третьей группой, там, они не совместятся, или четвертая с третьей. И если возникнет смешение, то ребенок может умереть. Ему делают обменное переливание крови. Кровь, там, условно говоря, удаляют и делают ему замену другой крови. Но, скажем так, это резус-конфликт. Это уничтожение крови другой кровью. вот если болезнь Боткина была, человек не заболел. Друг был вместе, и болезнь Боткина не заболел. Нет, ну желтуха это не обязательно болезнь Боткина. Откуда у новорожденного будет желтуха болезнь? Нет, который родился с резус-фактором, а другой вместе жили. Нет, ну иммунитет сработал, не вопрос. Это не вопрос. Чем еще можно камни растворить? Ничем больше нельзя. А есть нерастворимые камни? Они все растворимы. Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. Поджелудочная железа сидит под желудком и вырабатывает инсулин и пищеварительные соки. Если в желудок вы налили 2 литра, то он задавил поджелудочную железу и нарушил в ней что? Микроциркуляцию. Соответственно, перестали вырабатываться пищеварительные соки. Поэтому не переедать, кушать натуральную пищу, добавлять ферменты, кушать ферменты натуральные. Конечно, с кровью они туда заносятся. Все то же самое, что в печени. Вот, товарищи, все, на этой оптимистической ноте берегите себя, свое